Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядь Миша. Продолжаем запасаться консервами. Сегодня готовим говядину тушеную по классическому ГОСТовскому рецепту. Будем готовить его в автоклаве Fencel Mini. Ссылка на магазин в описании и скидочка 3% по промокоду Бурмикс. А теперь готовим! Мясо я купил на рынке самое дешевое. Это бразильская говядина. Стоит 720 рублей за килограмм. Купил 3 килограмма, после разморозки осталось 2,5 килограмма. Остальное была вода. В этом мясе куча соединительной ткани. Потому для запекания, для приготовления каких-то блюд такое мясо я бы брать не стал. А вот для тушеночки, я думаю, будет в самый раз. Нарезаем мясо на кусочки примерно 60-70 грамм. Вот так. Перекладываем в чашу и завешиваем. У меня получилось 2,5 килограмма, значит нам потребуется соли 25 грамм. Добавляем соль в мясо и тщательно перемешиваем. Накрываем крышкой и отставляем в сторону примерно на полчаса. Мелким кубиком нарезаем лук. И так как в этом мясе мало жира, я нарезаю немного говяжьего жира средним кубиком. Теперь в каждую банку на дно добавляем по одному лавровому листу, от 3 до 6 горошин черного перца, тут дело вкуса, по 1 чайной ложке нарезанного лука и понемножку сала. Теперь в банки закладываем мясо. Укладываем плотно, но не утрамбовываем. Накладываем мясо по плечике. Сверху должно остаться примерно 2 сантиметра. Если вы набьете банку доверху, у вас может либо сорвать крышки, либо из банок может потечь сок, и потом придется тщательно мыть автоклав. А нам ведь это не надо. Я сегодня использую бэушные банки, а вот крышки новые, к сожалению, я не нашел крышек для автоклава, и буду использовать простые крышки для консервирования. Посмотрим, как они себя поведут в автоклаве. Закручиваем банки плотно. Переходим к автоклаву. Ставим уплотнительное кольцо. Наливаем 1,5 литра воды. Ставим фальш-дно. На фальш-дно ставим 5 банок. И так как у меня еще осталось мясо, я сделал еще 2 баночки. Эти баночки у меня на 390 мл. А основные банки на 440. Закрываем крышкой. Подсоединяем воздухоотводной шланг. И закручиваем рым-гайками крышку автоклава. Помните, что нужно гайки закручивать попарно. Проверяем аварийный клапан. Проверяем, что воздухоотводной кран был открыт. И включаем плиту на сильный огонь. Как только из шланга перестанет выходить воздух и пойдет пар, закрываем воздухоотводной клапан. Через несколько секунд поднимается обратный клапан, и в нашем автоклаве начинает подниматься давление, а следовательно и температура. Догоняем температуру до 120 градусов. У меня на это ушло сегодня 35 минут. Убираем огонь ниже среднего и готовим при 120 градусах 80 минут. Через 80 минут выключаем плиту, но автоклав с плиты не убираем. Пускай остывает прямо на плите. Ждем, когда температура упадет до 40 градусов. Прошло 4 часа, температура 40 градусов, обратный клапан упал, и прежде чем открывать крышку, обязательно откройте воздухоотводный кран. А вот теперь открываем крышку. Вот такая тушеночка у нас получилась. Крышки показали себя замечательно, ни одна банка не вскрылась и ничего из них не потекло. Все крышки втянуты внутрь. Так как банки еще горячие, даем им полностью остыть. И я потом, чтобы они не мешались, убираю их на балкон. Прошло 2 суток, и вот такая вот у нас тушенка. Сверху жирок, все как положено. Внизу желе. Давайте открывать и смотреть. Оп! Конечно же, можно было подогреть и потом вытаскивать. Выходит довольно-таки непросто. Как видите, никакой жидкости в банках нет, только желе. Так, вначале о запахе. Запах? Да запах как запах. Запах обыкновенной тушенки. Ну и смотрим, как у нас мясо распадается на волокна. Ну, вы знаете, вроде неплохо. На соль идеально.
Тушенка вкусная в лучших традициях Советского Союза. Но мне не хватило сочности этого мяска. Не хватило именно бульончика, желешечки. Именно поэтому в следующий раз, когда я буду готовить, я добавлю при заполнении банок 30 грамм обыкновенной холодной воды. И у нас получится желешечка. Ребята, я обязательно сделаю это и покажу вам, что получится. Тем более у меня в планах есть рецепт приготовления великолепной тушенки из свинины. И, кстати, друзья, автоклав – это все-таки вещь, и она так затягивает, прям невозможно остановиться. Хочется готовить и готовить. Дело только за банками. Кстати, мои банки до сих пор не пришли, но к следующему рецепту, к тушеночке свиной, я думаю, они придут. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Борн.